So, hi, good evening, good morning. So wherever you are, sending my best wishes. Here I am here in Dharamsala. This is in the evening, 8:30 p.m., which is not too late. So I'm very happy to come on this Facebook Live, and so I want to welcome everybody on TWR Facebook Live. So, as you all know, I'm here in Dharamsala with my wife Tsering, and we are spending some time with Singye. We just got him this weekend with us, so it was a wonderful time. So this afternoon we took him back to the school. It's always a little sad to leave him, say goodbye. So, but it's very nice to able to be here close by and visit him frequently. So tonight the topic is the mirror of luminous mind. So basically what I wanted to talk a little bit is, this sense of that every time in our life, whenever we experiences a confusion, pain, conflicts, it is very difficult for us to able to maintain some kind of awareness. And when we are aware, then it's difficult to, remain in awareness when we go through these experiences. So one time a student of mine came to me and told me a story. He said that when before his practices, involvement in the practices, that when he have all the reason to be happy, he was not able to be happy. Now, after all this training and practices, when he has no reason to be happy, but he is also even suffering, he having a deep sense of pain, but he is able to maintain a happiness. Способен поддерживать счастье глубоко внутри, когда он находится в состоянии боли, когда вокруг смятения, если он способен поддерживать глубокое чувство осознания, глубокое чувство радости. Вот что мне сказал. И я подумал, что это великий комплимент, потому что об этом говорится в учении. И я хотел сказать, что в Шангчунг Нингю, очень важном цикле по учению Дзогчена, Шангчунг Нингю называется, в Шангчунг Нингю есть также такая глава, которая называется «Зерцало светозарного ума». И в принципе это означает светозарный ум подобен зеркалу. Если мы способны поддерживать осознание, то в этом есть большая польза. И один из аспектов пользы – это способность оставаться осознающим, когда мы находимся в ситуации боли. Это вот главное, что я хочу сказать. Когда мы находимся в состоянии боли, когда мы чувствуем смятение, способны ли вы поддерживать какой-то вид осознания? Способны ли вы поддерживать какое-то чувство радости, связь с радостью, когда вы печальны, грустны? Способны ли вы поддерживать какую-то ясность, когда вы полностью в смятении?
Способны ли вы чувствовать какую-то внутреннюю силу, когда вы чувствуете слабость, неуверенность в своей жизни? Способны ли вы чувствовать какую-то силу, когда вы чувствуете себя слабыми? Способны ли вы поддерживать какую-то доброту или любовь, когда вы разочарованы, когда вы гневны? Можете ли вы поддерживать какую-то степень качеств, просветленных качеств, добродетельных качеств, когда вы в своей жизни ощущаете противоположное, когда у вас происходит нечто противоположное, вы чувствуете печаль и так далее. Это очень важный вопрос. Чаще всего в нашей жизни мы думаем, что это две совершенно разные вещи. Это как белое и черное, хорошее и плохое. Мы думаем возможное и невозможное. Мы не думаем, что есть некая середина между ними. И мы рассматриваем в нашей жизни все ситуации очень двойственным образом. И, к сожалению, когда часто в нашей жизни мы проводим больше времени в теле боли, в речи боли, в уме боли, и в частности, даже не осознавая, мы постоянно погружаемся в эти ситуации, оказываемся в ловушках этих ситуаций. И когда мы в нашей жизни, чаще всего мы оказываемся в ловушке этой боли, в этом отождествлении с болью, мы попадаемся в ловушку этой речи и боли, и часто мы не осознаем, что мы оказались в этой ловушке, и тогда мы ни на что не надеемся, кроме того, что мы переживаем. Или мы не думаем, или мы думаем так. Я должен полностью отбросить грусть для того, чтобы радоваться. Я должен быть полностью свободен от грусти для того, чтобы чувствовать радость. Я должен избавиться от боли для того, чтобы чувствовать радость. И я должен отвергнуть боль. Я должен бороться с болью. Я должен... То есть в каком-то смысле очень негативный подход к нашей боли для того, чтобы чувствовать какую-то свободу и радость. И очень часто в нашей жизни мы боремся, мы вкладываем много усилий. В принципе, жизнь очень сильно связана с борьбой с неблагоприятными ситуациями. И вот сама эта борьба не является добродетелью, сама борьба не открывает никаких дверей к добродетельным качествам, сама борьба — это усилие, и усилие — это препятствие для доступа к этой мудрости, к этим качествам. И вот что мы ощущаем в повседневной жизни. И мой вопрос — возможно ли, можете ли вы понадеяться, что вы не потеряете связь с собой и с радостью, когда вы в состоянии боли? Итак, сейчас я больше обращаюсь непосредственно ко всем вам, кто чувствует, что сейчас в их жизни вы находитесь в каком-то состоянии боли. Физически, эмоционально, боль в отношениях, в каких-то ситуациях, в отношениях с кем-то. Если вы находитесь в такой ситуации, то мой вопрос к вам: можете ли вы подумать о том, чтобы быть способными поддерживать какое-то чувство радости
все еще какое-то чувство радости, несмотря на это. Итак, если вы находитесь в состоянии боли, если вы страдаете, то мой вопрос к вам: подумайте об этом вопросе, размышляйте над этим. Давайте поговорим о другой ситуации. Если кто-то чувствует полное смятение, запутанность, можете ли вы все еще поддерживать связь? Можете ли сохранять доступ к ясности в гуще этой запутанности, смятения? Я объясню как, но это индивидуальные вопросы к разным людям. Если кто-то злится на какую-либо ситуацию, на кого-то, или же даже на самих себя, если кто-то злится, можете ли вы представить себе, почувствовать, подумать о возможности, что все еще вы можете поддерживать связь и удерживать чувство тепла и любви к себе или к этому человеку, к какому-то конкретному человеку? Если кто-то чувствует слабость, неуверенность в данный момент в жизни, если вы чувствуете, что вам очень трудно, невозможно, можете ли вы все еще почувствовать связь и почувствовать связь с источником и почувствовать какую-то силу? Это как пример в традиции Дзогчен, такой пример, как лотос, Тема, по-тибетски. Лотос, который вырастает из тины, из грязной воды. Лотос, который прекрасный лотос, чистый, безупречный, красивый цветок лотоса, он вырастает из грязной воды. Вот эта грязная вода, это то, что вы ощущаете, ваше смятение, это вот эта грязная вода, ваша злость, это грязная вода, ваша слабость, это грязная вода, ваша грусть, ваша боль, это грязная вода. Но можете ли вы все еще иметь доступ, видеть и чувствовать цветок лотоса, который не затронут никакой грязью, никакой грязной водой, не затронут. Если вы посмотреть на лотос, на цветок лотоса, то каждый лепесток безупречен, чистый и светящийся. И то же самое касается вашей сущности, она подобна этому лотосу, но ваше окружение подобно этой грязной воде. И большой вопрос: одновременно можете ли вы иметь доступ и чувствовать и связь, получать пользу от этого лотоса, цветка лотоса, от этой чистоты, от этого цветка, несмотря на то, что происходят другие ощущения, события вокруг вас? Вот такой вопрос. Я хотел просто провести короткую медитацию. Итак, сейчас все, в каждом из ваших конкретных случаев,
какой бы ни была ситуация в данный момент в вашей жизни, какой бы ни была эта грязная вода, просто постарайтесь это осознать. Сделайте 3 протяжных выдоха. Осознавайте покой своего тела. Чувствуйте покой своего тела. Чувствуйте и осознавайте безмолвие в своей речи. Осознавайте пространство, открытость вашего ума, вашего сердца. И чувствуете связь с киберсанкой, или же более 300 человек участвуют в данный момент, слушают трансляцию, чувствуете связь со всеми, посылайте поддержку всем, откройте свое сердце, посылайте поддержку всем, будьте открыты и чувствуйте, что вы получаете поддержку от всех, связь с священной киберсанкой. Благодаря вашему покою, безмолвию и пространству. Полностью покойтесь в этой неподвижности, безмолвии и пространстве. Оставьте все свои усилия в каждой клетке вашего тела. Оставьте.
Осознавайте усилия, просто оставьте их. Осознавайте усилия в различных местах тела, позвольте им отпасть. Осознавайте усилия в каких-то областях речи, позвольте им отпасть. Осознавайте двойственные усилия в своем уме, позвольте им отпасть. Пусть все усилия отпадут одно за другим. И чувствуйте, как мы поддерживаем все друг друга в том, чтобы позволить отпасть, отпустить все эти внутренние усилия тела, речи и ума. И полностью прийти к месту исцеления, в котором нет усилий, в котором есть отдых. И дыхание — это чудесный способ поддерживать это. Вдыхая все усилия, которые мы замечаем, и погружаясь глубже после каждого выдоха, вы все глубже входите, все глубже и глубже в этот покой, безмолвие и пространство. И чем глубже вы погружаетесь, тем больше вы связаны с большим количеством людей, становитесь друг с другом. Осознавайте этот чистый лотос. И одновременно осознавайте то, что вокруг. Смятение, боль, все, что вы ощущаете, осознавайте это. Вы получаете доступ к чистому лотосу. Он ясный, чистый, безупречный, без пятен. Он неподвижный. Он безмолвный. Он безграничный. Он расширяющийся. Но вы также осознаете свою боль. Вы также осознаете свою печаль. Вы также осознаете свое смятение. Вы также осознаете неуверенность в своей жизни, неопределенность, слабость.
Вы осознаете их, они подобны динамической энергии. Они просто присутствуют в этом безграничном пространстве. Вы осознаете и то, и другое. В каком-то смысле они дополняют друг друга. Вы не теряете одно из-за другого. Вы укрепляете, находя одно благодаря другому, вы укрепляете одно благодаря другому, вы стабилизируетесь в этом состоянии покоя благодаря проявлению, потому что проявление — это динамическая энергия. Do you hear the sound okay? Because some of people saying sound is not clear. So Вы слышите звук, потому что кто-то написал, что звук неясный. Сообщите мне, хорошо ли вы слышите, хороший ли нормальный ли звук. Мариэла, пожалуйста, сообщи мне, все ли в порядке со звуком. Спасибо. Итак, что я здесь говорю? Это чистое осознание дополняет смятение, которое вокруг вас, или же ощущение, опыт этой запутанности, боли и печали, неуверенности, слабости, также в каком-то смысле становятся вратами, доступом, украшением, доступом к этой зеркальной мудрости. Чаще всего в нашей жизни мы думаем, что нет выбора. Очень часто ученики приходят ко мне и говорят: я в таком смятении, в такой запутанности. И, в принципе, это кажется, что все, они полностью разрушены этой запутанностью. Они полностью разрушены или разрушают сами себя и других из-за злости. Или же мы полностью теряемся из-за мрака, из-за чувства отсутствия связи. Негативные эмоции становятся такими сильными, что кажется, что нет надежды. Но это не у всех так. Для некоторых людей явно вот эти сильные негативные эмоции становятся дверью, возможностью. Это как поднятие тяжестей. То есть для того, чтобы нарастить мышцы, нужно поднимать тяжести. И вот эти негативные эмоции становятся инструментами для развития мудрости, а не препятствиями. Иногда мы этого не видим, мы этого не чувствуем, и они просто становятся очень разрушительными. И вот вопрос, почему кто-то не справляется? Могу ли я справиться? Справляюсь ли я с этим в данный момент? Потому что в каждый момент мы все проходим через какие-то ситуации. Однажды мой друг рассказал мне историю. Он был в темном ретрите, и пришла такая к нему мысль о смерти, о собственной смерти. И в течение многих дней и недель он не мог избавиться от этой одной мысли. Она была разрушительной.
То есть невозможно наслаждаться вкусом пищи, ценить компанию друзей или родных из-за подобных ситуаций. Вы не видите, не слышите, потому что вы одержимы идеей смерти. И это может быть все, что угодно. Мы все очень хорошо знаем, что любая глупая тема может заменить это и стать очень серьезной. Мы можем сойти с ума из-за этого, терять голову. Она полностью захватывает нас. Мы теряем связь с источником, мы теряем связь с этой ясностью, мы теряем связь с этой силой, мы теряем связь с теплом и добротой, мы теряем связь с радостью, со состраданием. Мы теряем, потому что мы не чувствуем, в данный момент мы не имеем доступа к этому. Ну, конечно, доступ все равно есть. Он все равно есть. И что происходит? Очень важно помнить одну вещь. Вы фокусируетесь на этом, на этой боли, на этой негативности слишком сильно. Вы недостаточно доверяете открытости, вы не ищете других решений, вы даже и не пытаетесь осознать это, вы фокусируетесь только на одном. Конечно, иногда люди говорят, это неправда, я стараюсь, но не получается. Хорошо. Дело не в том, чтобы пытаться. Пытаться — это усилие, а усилие — это препятствие. Дело в том, чтобы быть и получать доступ к источнику, а не терять связь, вкладывая усилия и стараясь найти связь с источником. Не так. Чувство бытия. Даже, например, очень простой пример. Очень часто у нас нарушается сон. Нам трудно заснуть. Конечно, я уверен, что есть много разновидностей, но в моем случае, когда мне трудно заснуть, я стараюсь осознать свое тело. Я стараюсь погрузиться в свое тело, стараюсь... Это как будто я просвечиваю себя рентгеном, сканирую свое тело и обнаруживаю различные места, где есть напряжение, очень глубоко. Как я уже говорил раньше, во время медитации, осознавая какое-то одно место своего тела, где есть усилие, я отпускаю. Я глубоко погружаюсь в свое тело, устанавливаю более глубокую связь со своим телом. Я осознаю какие-либо более глубокие уровни усилий и выдыхаю, отпускаю. Я могу чувствовать, как структура моего тела, различные места моего тела, они расслабляются, вот растворяются, как соль в капле воды растворяется. Еще щепотка соли растворяется в воде. И чувство такое растворение до того момента, когда я чувствую, что больше нечего искать, то есть я дошел до предела, дошел до пространства, дошел до основы. Мы называем это «жи» по-тибетски. То есть я дошел до основы, и в этот момент я отдыхаю, покоюсь и
в этот момент я засыпаю. И затем я просыпаюсь с очень большой энергией после этого, со свежестью, потому что в моем теле я не тратил никакой энергии, мою биологическую энергию, не вкладываю усилия в то, чтобы что-либо получить. Очень часто происходят какие-то несознательные усилия в нашем теле, речи и уме, и мы теряем энергию. Не только теряем энергию, но даже и не способны достаточно глубоко отдыхать ни днем, ни ночью. И всегда речь идет о том, чтобы более глубоко отдыхать. Когда мы более глубоко отдыхаем, мы чувствуем доступ и к тому, и к другому. То есть наша сегодняшняя тема – это обретение доступа как к источнику, так и к проявлению. Итак, мой вопрос всем вам теперь: как прошла медитация? Вы заметили, что мне хочется видеть ваши отклики, мне хочется знать, понятно ли вам то, что я говорю, мне хочется знать, что эти краткие медитации работают или нет. Мне очень хочется знать, работаете ли вы с этим непрерывно впоследствии, будете ли вы с этим работать дальше. Расслабление – это хорошо. Итак, вопрос. Можете ли вы все еще иметь доступ, невзирая на болезненность чего-либо? Можете ли вы все еще иметь доступ к источнику, к радости, невзирая на смятение? Можете ли вы все еще сохранять доступ к ясности? Однажды один мой ученик рассказал историю. Он сказал: в этом году мой папа умер, это был очень трудный год, но слог «а» его защищал. В принципе, вот это чувство внутреннего пространства было таким сильным, оно так сильно присутствовало, что он был способен принять эту боль потери отца в этом пространстве. То есть ему удалось поддерживать связь с пространством и принять свои переживания в этом пространстве, переработать эти эмоции в этом пространстве. И пространство слога «а» было большой защитой в том году, в этот момент потери. Это означает, что это очень трудно потерять отца, очень болезненно, но он не терял доступа к этому пространству, которое смогло это принять и переработать вот эти эмоции потери, утраты. Вот о чем я говорю сегодня. Для некоторых людей трудно иметь доступ к этому пространству, иметь доступ к этому чистому лотосу. Потому что тина как бы затмевает цветок. Грязь, тина, то есть лепестки становятся грязными как будто. И мой вопрос здесь всем вам, как это было? Вопрос, возможно ли сохранять доступ, иметь доступ? И это действительно какое-то глубокое доверие, чувство доверия. Возможно ли это? Возможно ли это для меня? Могу ли я попытаться? И, в принципе, я действительно прохожу через безумное время сейчас, и могу ли я сейчас попытаться?
Достаточно ли вы доверяете себе? Видите ли вы другие возможности? Можете ли вы сейчас попробовать? Вот это хороший вопрос, потому что часто люди сдаются. Они сдаются. Они оставляют надежду. Они полностью теряются в этом одной сильной эмоции, которую они переживают в каждый момент. Они полностью теряются в ней. Конечно, иногда они теряются настолько, как вот мой ученик, который говорит, что иногда, когда есть все причины для того, чтобы радоваться, мы не способны радоваться, и когда есть все причины чувствовать себя сильным, мы не способны это делать. Когда есть все причины для того, чтобы любить, мы не способны любить. Когда есть все причины для того, чтобы смеяться, мы не способны смеяться. Но иногда какие-то другие люди, у них есть все причины для того, чтобы печалиться, но они способны быть счастливыми. Некоторые люди, у которых есть все причины для того, чтобы жаловаться, они улыбаются. С благодарностью. Итак, обстоятельства, объективные обстоятельства не определяют ваш опыт, ваши переживания. Потому что мы всегда думаем, наша жизнь определяется обстоятельствами. Нет. Обстоятельства, конечно, влияют на нас. Но они не должны влиять на нас полностью и все время. Не должны. Мы можем изменять их. Потому что ваш доступ к источнику, ваш доступ к этому чистому лотосу не омраченный, не омраченному, не загрязненному, ясность, сила, ваш доступ к этому всегда есть, независимо от обстоятельств. Верьте в это. Может быть, они различны, этот доступ может быть различным, но он есть. Итак, для подведения итога, все, что вы переживаете в данный момент, если это трудный момент, если вы так чувствуете, то этот трудный момент – это ваша возможность узнать, что это не все, что дело не только в этом ощущении, и оно не должно оставаться всегда таким, и даже не должно быть так еще один час. У вас есть сила изменить. Вы можете это изменить. Вы можете это полностью преобразовать. Вы можете это преодолеть. И это может стать вашим источником. Это может стать вашей силой. Мы ходим в магазины для того, чтобы покупать гантели. Мы платим за то, чтобы затем поднимать гантели и наращивать мышцы, мускулы. Мы каждый месяц платим за то, чтобы ходить в спортзал и там делать сильными различные части нашего тела. В данном случае ваша внутренняя сила, духовная сила, ваши духовные мышцы, мускулы, вам не нужно никому платить, потому что эти гантели всегда вам доступны в любой момент. И вопрос только в том, способны ли вы использовать их как способ наращивания силы или нет.
Итак, это ваша возможность, ваш шанс, ваша возможность. Эта печаль является дверью к радости, смятение является дверью к ясности, слабость является дверью к силе, злость — дверь к любви. И когда мы это все ощущаем, знаете, то присутствие источника остается, и получаете доступ к нему через 3 драгоценные таблетки. Так, это не что-то интеллектуальное. Я надеюсь, что у вас появились какие-то проблески опыта, переживания. Так, мои молитвы со всеми вами. В каких бы обстоятельствах вы ни жили в данный момент, в каких бы часовых поясах вы ни находились, в каком пространстве вы находитесь, мы все связаны друг с другом. Существует связь с киберсангхи, и вопрос только в том, чтобы почувствовать эту открытость, связь и доверие, и получать пользу от этой связи. Это все, что нужно. И важнее всего доверять собственной способности обретать доступ к источнику и к качествам, независимо от того, независимо от негативных эмоций, которые мы ощущаем. Я вам всем желаю успешного путешествия к обнаружению чистого лотоса, независимо от грязи вокруг него. Большое спасибо. Я очень рад, что сегодня последний раз, когда я был в Dharamsala, я был в Норбу-хаус, в гостинице Норбу-хаус. Очень красивое место, очень щедрый хозяин, великодушный, который предоставил мне свой интернет и место, чтобы я мог провести трансляцию в Фейсбуке. Сегодня в Индии не так плохо, и здесь вот есть такой небольшой прибор для интернета. Я нахожусь, мы с Аринкой здесь находимся здесь, и я способен все делать с помощью этого маленькой штучки, и я счастлив, что ничего не прерывалось, и я люблю ее, эту штучку. Я буду счастлив непрерывно продолжать трансляцию, пока я здесь. И, конечно, я буду объявлять в Фейсбуке, и, пожалуйста, следите за объявлениями на моей странице в Фейсбуке, и когда вы слышите какие-то новости о дате и времени, сообщайте всем друзьям также. Всем большое спасибо, вся моя любовь и благословение со всеми вами. Спасибо.